Здравствуйте, друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале «Дом и сад». Меня зовут Александра. Это видео я хотела бы посвятить очень интересному вопросу. Какие петунии лучше? Семенные или вегетативные? И вообще, в чем разница между вегетативными растениями, вернее растениями, полученными вегетативным путем размножения, и растениями, полученными семенным способом размножения? Ну, поскольку сейчас середина марта, а вернее даже конец второй декады, сегодня 18 марта, то в качестве примера я хотела бы использовать петунии, которые я посеяла 28 января. Вот так они уже выглядят, нарастили зеленую массу, показали боковые побеги. Вот. И как раз самое время подумать о том, что пора формировать кусты, придавать им форму. И как следствие вы получите в процессе формировки массу вегетативных отростков, остатков боковых побегов, которые придется срезать для того, чтобы куст был красивым. И правильно развивался, то есть он был красивой формы, нигде ничего не выпячивалось. В общем, куст надо готовить к красивому цветению, формированию большой цветущей массы, а для этого просто необходима обрезка. В итоге вы получите прекрасный посадочный материал, именно вегетативный. Почему я хотела поговорить о вегетативном и семенном способе размножения? Потому что по факту каждое растение можно размножить и семенами, и черенками. Какое-то лучше черенкуется, какое-то лучше сеется, но принцип одинаков. Можно и семенами размножать, и черенками. Но если вы выращиваете комнатные цветы и выращиваете их из семян, а это сегодня достаточно дорогое удовольствие, то не забудьте, даже не упустите момент, чтобы размножить и увеличить количество своих растений за счет вегетативного размножения. Я уже обрезала свои петунии, сегодня пересматривала кусты, приводила их в порядок и получила массу черенков. Вот так они выглядят. Это прекрасная, смотрите, основа для того, чтобы получить новые растения вегетативным путем. Остается сделать самую малость. Подготовить черенки, подготовить почву, укоренить их и буквально через 2 недели получить новое растение. Кстати, я хочу сказать, если кто-то из вас покупает цветы на рынке или в садовом центре и присматривает себе, знаете, такие красивые, аккуратные, хорошо развитые растения, то я хочу вас здесь немножко переубедить. Посмотрите внимательно на те растения, которые уценены, у которых плохо сформированный куст, у которых есть масса боковых побегов, которые выглядят не очень хорошо. И попробуйте дать им вторую жизнь, второй шанс. Купите, расчеренкуйте, сформируйте новый куст и получите еще массу посадочного материала совершенно бесплатно. Ну а теперь давайте приступим. Будем черенковать. Возьмем сначала... В общем, я обрезала где-то сегодня около 50 кустов. Вот у меня столько получилось череночков. Сейчас будем их готовить к новой посадке. Потому что даже семенная петуния, она может быть материнским вегетативным растением для того, чтобы дать вам вегетативный материал для следующих посадок. Буду использовать вот такие черенки, небольшие. Здесь у меня как остатки боковых побегов, так и центральные побеги, которые я обрезала, чтобы куст был упорядочен. И вот из них мы сделаем свою посадочную массу. В
В общем, дело тут не хитрое. Надо срезать стержень черенка или стебель, под косым углом освободить от листьев, чтобы у вас примерно был сантиметр или полсантиметра минимум для того, чтобы углубить в почву. И, собственно говоря, все. Все, что нам нужно сделать. Вот, например, этот черенок. Тут два листика, они очень плотно рядом друг с другом, поэтому я их сниму, и тем более они большие. Будет много испарения. А вот такой вот маленький я посажу. Этот посмотрим. У этого даже можно сделать два черенка, но я не буду это делать. Я сделаю один. Вот так вот обрежу. Будет у меня один череночек. В общем, посадочного материала можно насобирать массу из обыкновенных растений, которые вы посеяли. Можно прочеренковать, например, и львиные зевы, и вербену, и пеларгонию, и дихондру. В общем, все, что вашей душе угодно, все черенкуется. Главное внимательно ухаживать за черенками в процессе их прорастания. Для того, чтобы черенок хорошо прижился в почве, надо создать ему определенные условия. Если у вас в доме достаточно прохладно, то для черенков это немного плохо, потому что черенки могут загнивать. Черенки любят теплую температуру в пределах 20-23 градусов Цельсия. То есть комнаты или помещения, где вы будете содержать эти расчеренкованные растения, вернее так, подготовленные черенки для укоренения и укореняющиеся черенки, они должны быть теплыми, потому что в прохладных помещениях есть большой риск развития корневых и прикорневых гнилей, и вы просто потеряете свою черенковую массу. Поэтому прохладными помещениями здесь не обойдешься. Также нужно создавать парниковый эффект. Парниковый эффект можно создать как при помощи укрытий пленочных, так и, например, при помощи каких-то там герметичных упаковок, маленьких мини-тепличек. Даже в обыкновенном стакане можно расчеренковать растения, просто оставить, вот как здесь, например, определенный зазор между растением и окончанием стакана, и вот тут просто накрыть пленкой, чтобы внутри было небольшое пространство в виде тепличек, и растению будет хорошо. После того, как черенок подготовлен, будем его укоренять. У меня для укоренения приготовлена кассета. Я сейчас вам ее покажу. Это многоячеистая вот такая кассета. Здесь уже торф в смеси с агроперлитом, для того, чтобы почва была рыхлой. И теперь будем работать обыкновенным карандашом. Для каждого черенка сделаем небольшое углубление. И в это углубление без всякого корневина окунем череночек. Вот так вот. Видите, это слишком длинный. Сейчас я его укорочу. Не хочу, чтобы черенки выбивались из общего вида. То есть они примерно должны быть все одинаковые. Для того, чтобы черенкам было свободно, можно посадить их через одну ячейку. И вот устанавливаете черенок и немножечко прижимаете почву вокруг черенка.
Эта процедура очень простая, но достаточно эффективная. Так можно расчеренковать любое растение и получить массу посадочного материала. Для того, чтобы вы не волновались о том, приживется черенок, не приживется, вы должны в первую очередь обработать почву. Почву обработать биофунгицидом или обыкновенным фунгицидом. Ну, например, это может быть фитоспорин, это может быть перманганат калия, это может быть один из химических фунгицидов, то, что у вас есть под рукой. И в процессе прорастания черенок будет здоровым, он не будет поражаться корневыми гнилями и хорошо приживется. Так, ну вот я посадила какую-то определенную часть, теперь покажу для того, чтобы это ускорить. У меня фунгицид, называется Энергодар. Теперь каждое растение я пролью раствором фунгицида. Хорошо проливайте, не жалейте, почва должна быть влажной, потому что у растения еще корней нет, корневая система отсутствует, и листья будут сохраняться только за счет влажности в почве. И корни будут образовываться, если почва будет влажной. Ну вот, все пролито. Теперь мне осталось посадить оставшуюся часть и потом укрыть полиэтиленовой пленкой или одеть полиэтиленовый пакет и поставить в теплое место. Каждый день эти черенки надо проветривать, открывать пленочки и давать возможность воздуху зайти в это закрытое пространство, чтобы немножко подсушить поверхность почвы и проветрить от того, чтобы не скапливались большие концентрации патогенных микроорганизмов. Я думаю, вы знаете, что точно так же, как проветривают помещение через форточку, точно так же надо проветривать и наши вот такие посадки черенков в виде тепличек. Эффект будет такой же. Проветрили, и растение будет здоровым. Это делается ненадолго, буквально на 3-5 минут открыли и потом опять закройте. Желательно даже и пленку накрыть другой стороной, то есть не той, которой она была раньше накрыта, а другой, там, где она более чистая в микробиологическом плане. И не дать таким образом микроорганизмам, которые уже пробуют здесь поселиться, лечь на благодатную почву вашего субстрата, избавить их от питательной среды. И буквально через 2 недели после того, как вы это сделали, у вас уже будут новые молодые растения, которые потихонечку будут наращивать корневую массу, и как итог вы получите красивейшее дополнение к тому набору растений, которые вы вырастили из семян. То есть по факту вы получите из семенных петуний вегетативные молодые растения, которые совершенно легко вырастить в домашних условиях и при этом не потратить практически ни копейки. Ну вот, собственно говоря, все, что я хотела рассказать о семенном и вегетативном способе размножения растений. И не верьте, что бывают только вегетативные петунии и только семенные. Они могут быть и такими, и такими. Главное уметь их черенковать и уметь эти черенки выращивать. Ну вот, у меня все. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал. Надеюсь, видео было для вас интересным. О том, черенкуете ли вы петунии или выращиваете их с помощью семян, напишите в комментариях. Мне интересны ваши комментарии, с удовольствием их прочту и отвечу на вопросы, которые зададите. Всего доброго, мирного неба, до скорой встречи!